7 января 1988 года произошло одно из самых сложных и ожесточенных сражений за всю историю афганской войны. 39 советских солдат и офицеров приняли бой против почти 400 душманов. Битва за высоту 3234 метра стала известна как «Подвиг 9-й роты». Ты попадаешь в него, но он не падает, он идет все равно на тебя. Но видно, под чем-то он идет. Они не чувствуют ни боли, ничего. В тяжелых погодных условиях, практически без боеприпасов, высоту удалось отстоять. Но крики умирающих и раненых товарищей до сих пор преследуют тех, кто выжил. Вот он кричит, умирает, а ты ничего сделать не можешь. Кроме того, как просто отстаивать эту высоту, все, больше ты ничего сделать не можешь. Со временем легендарный бой оброс мифами и противоречиями. Этому способствовали и видеоигры, и популярный фильм Федора Бондарчука. Мы решили разобраться в истории и целях самой тяжелой военной операции времен Афганской войны. Кстати, в этом нам помог реальный участник тех событий, старшина Андрей Кузнецов. Перед просмотром видео обязательно проверьте, подписаны ли вы на наш канал, и поставьте лайк под этим роликом. Это очень мотивирует создавать для вас новые интересные разборы. Теория всего. Предыстория боя. Бой за высоту 3234 метра произошел, когда война в Афганистане уже близилась к концу. Чтобы подробнее узнать о причинах конфликта и почему СССР ввел войска, обязательно посмотрите наше предыдущее видео об этой войне. К 1988 году в Афганистане уже практически не оставалось провинций, которые находились под полным контролем душманов, боевиков, сражавшихся против афганских правительственных сил. Самой горячей точкой еще оставался город Хост, находящийся в приграничной зоне с Пакистаном, в труднодоступных Сулеймановых горах. Связь с другими районами и столицей республики Кабулом здесь поддерживалась только по дороге, проложенной через перевал Сате-Кандав. В то же время через Хост на территорию Афгана легко могли проникать боевики и поставлялось оружие из Пакистана. Именно Хост афганские маджахеды планировали сделать базой для дальнейшего наступления на силы правительства и поддерживающие их советские войска. Тем более, что тут, у границы, они могли пользоваться помощью пакистанских и американских советников и получать зарубежное оружие. Ну и, конечно, оружие импортное у них хорошее. Оптические приборы, ракеты «Земля-Земля», «Земля-воздух». В конце 1987 года боевики заблокировали трассу на Кабул, и гарнизон правительственных сил в Хосте оказался в блокаде. Советские командиры посылать своих солдат в мясорубку в горы не торопились. Изначально с душманами пытались договориться, чтобы те пускали колонны с грузами в город, но переговоры не увенчались успехом. 23 ноября 1987 года началась операция «Магистраль». Советские войска сумели разблокировать трассу Гардес-Хост и очистили ее от мин и фугасов. Вскоре здесь прошли первые машины с продовольствием. Но в ожидании контратак дорогу приходилось постоянно охранять. Там-то на высоте более чем 3 километра и закрепилась знаменитая 9-я рота и внимательно следила за всеми передвижениями противника. Закалка Афгана. 9-я рота состояла по большей части из опытных вояк, многие из которых находились в Афгане с самого начала конфликта и участвовали в самых сложных операциях, таких как взятие дворца Амина в 1979-м. Кроме того, они проходили серьезную подготовку на родине перед отправкой в зону конфликта. У нас 3-й батальон готовился непосредственно прямо в Афганистан. Все об этом знали, и нас усиленно отдельно готовили к этому. В полной экипировке, потому что, смотришь, некоторые на занятия идут налегке, а мы полностью одеты, бронежилеты, каски. Нагрузка тяжелая была. Обучение продолжалось и по прибытии в Афганистан. Запал держите в левой руке, гранату в правой. Значит, накручиваете гранату на запал. Вот таким вот макаром. Все, граната готова к применению. Несмотря на изнурительную подготовку, в боевых условиях многому приходилось учиться заново. Я понял, что я вообще ничего, я ноль здесь, да. И все заново приходилось понимать, учить. И нагрузки совсем другие. Это в горы идти, плюс на себе все это несешь, килограмм под 40 где-то, если и больше, наверное. Когда сам там весишь чуть больше 50, скажем так.
Опасность поджидала молодых советских солдат на каждом шагу. Боевые задачи надо было выполнять с особой осторожностью. В плен попадать было нельзя. Душманы невероятно жестоко обращались с теми, кого удавалось схватить. На этот случай многие советские военные имели при себе запасную пулю. Также серьезную угрозу представляло и обычное население, которое продолжало жить по средневековым законам. Вечером он вроде в огороде, все здесь ходит, он местный житель, а вечером может достать. У всех есть, в домах есть оружие, и все, они с оружием хорошо обращаются, и старики, и дети. И может спокойно, конечно, выстрелить. При мне на боевых маленький мальчик прикрепил мину к Уралу саперов. Вечером расположилось 8 человек рядом с ним спать, и произошел подрыв. Потом эти 8 человек мы собирали по кускам по всему полю. А прикрепил маленький мальчик, который не подумаешь. Несмотря на то, что у каждого бойца был бесценный боевой опыт, в битве за высоту он помог не всем. 9-я рота перед боем. Всего в операции «Магистраль» участвовали около 10 тысяч человек. Среди них были 2 батальона из состава 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Именно в его состав и входила 9-я рота. Десантники должны были защищать автомобильные колонны от обстрелов противника. За 4 дня до Нового года, 27 декабря, разведывательный взвод при поддержке 9-й роты захватил 2 соседние высоты – 3228 метров и 3234 метра. 9-я рота в составе 39 человек под командованием старшего лейтенанта Сергея Ткачева стала обустраивать оборонительные позиции. Десантники провели инженерные работы, подготовили огневые точки, установили пулемет «Утес» и заминировали подходы. Все это время военные подвергались регулярным обстрелам. Там как по часам просыпаешься, позавтракал, и тебя начинают обстреливать. Ты там прячешься, потом проходит обстрел, в ответ, конечно, артиллерию наводим, еще что-то. И, как говорится, день прошел, тебя обстреляли, все живы, здоровы, все нормально. На Новый год 9-ю роту сняли с высоты, на сутки заменив разведротой. Военных ждал хоть и очень короткий, но такой желанный выходной. Мы спустились с этой высоты вниз, на броню, помылись, в баню сходили, Новый год отметили. Там нас броня ждала уже, шикарно провели Новый год, но единственное, в 5 утра и опять на эту высоту, как будто его и не было. Опять зашли, и через неделю, произошел этот бой уже под Рождество. Сражение на высоте. 7 января около 3 часов дня боевики нанесли первый удар. Под него попал радист Андрей Федотов. Командир 9-й роты Сергей Ткачев со своего пункта хорошо видел начало атаки маджахедов. Он сразу же доложил в штаб о необычно сильном обстреле. После его донесения руководство связалось с полковым резервом, чтобы те подготовили боеприпасы и выдвинулись на помощь 9-й роте. Наступающие боевики даже внешне отличались от обычных душманов. Это были бойцы в черной форме с приметными нашивками. Позже стало известно, что их называли «черными аистами». По одной из версий, в это формирование отправляли тех, кто совершил преступление против Аллаха, а значит, искупить свою вину мог только кровью. Эти головорезы имели очень серьезную подготовку. Первый раз я там увидел этих таких уже обученных, хороших наемников, во всем черном, готовленные. В разведроту у нас там в засаду у них попало 6 человек, они положили сразу, в упор с гранатомета расстреляли. Мы вытаскивали разведроту. Нас потрепали очень сильно. Первые потери с нашей роты там были. После дневного удара все затихло до прихода темноты. За это время по тайным тропам душманам удалось подобраться к высоте на дистанцию примерно 200 метров. Это уже под вечер, солнце уже начало так садиться. И уже они поперли. У них выстрел из гранатомета означает, что сигнал к атаке. Начал работать «Утес», это Александров первый заметил их. Он первую атаку их остановил, отбил, и сам погиб, потому что они обрушили все на этот утес. И мы закрепились, уже начали обороняться. Младшему сержанту Вячеславу Александрову всего за 3 дня до боя исполнилось 20 лет.
сделали там торт из сгущенки, галет, накрошили, цифру 20 какой-то там вывели. И вот сидели между собой, тоже разговаривали. Я говорю, вот будешь ведь на гражданке рассказывать, что сидел здесь под обстрелами РСов, минометов, 20 лет свое отмечал. Я говорю, тебе никто не поверит. В ходе первой атаки черные аисты потеряли 15 человек, 30 были ранены. Им пришлось отступить, но потеря утеса осложняла положение 9-й роты. Через некоторое время душманы вновь пошли в атаку, а потом снова и снова. Патроны у десантников быстро заканчивались. Первая волна, когда шла, стреляют метко, но ты видишь, что ты попадаешь в него, но он не падает, он идет все равно на тебя. Но видно, под чем-то он идет. Они не чувствуют ни боли, ничего. Просто у него попадается, он идет, пока может физически. Да. Когда уже там несколько прямо в него влупил, и смотришь, упал, потому что все нормально, может, значит. Пулеметчик Андрей Мельников сдерживал наступление несколько часов. Перед гибелью Мельников успел произнести только «боеприпасы, все». Позже санитар, осматривавший тело Мельникова, был шокирован тем, сколько ранений получил погибший. По мнению медика, десантник должен был скончаться за пару часов до того, как оставил свою позицию. Вскоре был тяжело ранен и другой пулеметчик Андрей Цветков. Цветков Андрей говорит, я пулемет не отдам, я сам пойду туда. Вот он пошел и в последней атаке погиб. Забросали гранатами, он в полете летел и стрелял еще с этого пулемета. И так вот до утра, до рассвета 12 атак уже было. Они накатывают, мы отбиваемся, потом передышка. Там в зависимости, как им подготовиться, там от 20 до 40 минут они. Помощь все не шла. Потери 9-й роты уже перевесили количество тех, кто мог сражаться. Но раненых товарищей никто не бросил. И самое тяжелое, я вот несколько раз подходил, и мы складывали убитых раненых там за валун. Видно, что он умирает, у него вырвано здесь, допустим, все. И жить осталось, если ему не помочь, быстро не отправить куда-то там. Через 2-3 часа он умрет, это было понятно. И вот он кричит, умирает, а ты ничего сделать не можешь. Кроме того, как просто отстаивать эту высоту, все, больше ты ничего сделать не можешь. Атака, новая. И уже убитых раненых больше, чем уже тех, кто даже физически их может вынести. В 3 часа ночи боевики предприняли еще одну отчаянную попытку выбить десантников с позиций. Под огнем духов бойцам приходилось ползать по земле и искать патроны, выпавшие при зарядке магазинов, чтобы хоть как-то выстоять. Когда надежды уже почти не оставалось, помощь наконец пришла. Спасительный разведвзвод бежал 3 километра в гору, чтобы как можно быстрее доставить боеприпасы. Их появление полностью изменило обстановку. Все тоже понимали, что помощь-то она подойдет, но когда она подойдет? Волна прошла, отбили, и вот все постепенно они вот нас отодвигаются, мы же отходим, и там метр за метр. Они прям, вот метров 10-20 их прям все. Под конец там уже, понятно, там оставалось и нас смять, уже и патроны уже на исходе. Разведвзвод подошел, прямо издалека начали кричать, что они идут, там шуметь, кричать, стрелять. И они поняли, что если они нас сомнут, тут придет уже разведвзвод, и другие, и придется им дальше за эту высоту бодаться. И у них произошла последняя такая жесткая атака. Они забирали всех своих, раненых, убитых. И все, потом где-то с утра такая тишина прям гробовая настала. Точные данные о потерях маджахедов неизвестны. По словам очевидцев, одновременно в атаках на высоту участвовали от 200 до 400 боевиков. Значительная часть из них погибла. Боевая задача 9-й роты была выполнена полностью. Высота 3234 метра осталась под контролем советских войск. Противник не смог прорваться к трассе и помешать автоколоннам. Помимо Андрея Мельникова и Вячеслава Александрова, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза, все участники боя были награждены орденами. 9-я рота на экранах. Фильм «9-я рота» в начале нулевых стал одной из самых финансово успешных отечественных картин, который вновь поднял в обществе волну обсуждения афганской войны. Однополчанин мой, Галиев Искандер, он знаком с Федором. И когда тот собирался снимать какое-то эпохальное кино, про войну хотел, он ему предложил про 9-ю роту, что был такой вот бой. Потом написали сценарий,
Собрали воспоминания каждого бойца, там, кто служил в тот момент там, в 9-й роте. И так вот получился фильм. Хотя фильм и снят на основе интервью с участниками событий, а Андрей Кузнецов даже консультировал Федора Бондарчука на съемочной площадке, бой 9-й роты из фильма имеет мало общего с тем сражением, которое было на самом деле. Картина имеет довольно много художественного вымысла и неточностей. Начнем с расхождения в деталях. В фильме бой происходил днем. На самом деле боевики действовали скрытно и под покровом ночи. Кроме того, в кино десантники мучились от жары, а бой принимали под палящим солнцем. В реальности в дни легендарного боя стоял сильный холод. Его участники вспоминали: неутихающий ветер был беспощаден и жгуч, как ледяная вода. От него не спасали даже армейские бушлаты и валенки. На экране духом удалось застать десантников врасплох. Те отметили Новый год и буквально отсыпались с похмелья. В реальности военные не злоупотребляли спиртным, а бой происходил не на Новый год, а спустя неделю. Рукопашных столкновений с духами не было. Минимальное расстояние, на которое боевикам удалось приблизиться к роте – бросок гранаты. Это около 15 метров. Персонажа Белоснежки также не было в реальной жизни. Белоснежка – это выдумка сценариста Короткова. Он ее откуда-то выдумал, не знаю откуда, может, это в его службе где-то было. И не пили мы так, как это показано в фильме, что прям спускаемся и пьем постоянно в каждом кадре. В то же время некоторые спорные моменты, за которые ругали картину, оказались правдой. Например, эпизод, в котором военные воровали еду. Некоторые офицеры мне говорят, как так можно показать, солдат разве может воровать? Может. Одни ели один сухпайок, грубо говоря, в горах. Надоедает же быстро. Солдат что, может. Главная претензия к фильму в его концовке. По сценарию погибает практически вся рота, кроме одного бойца. Это происходит по той причине, что про военных просто все забыли. Кроме того, подвиг изображен лишенным смысла, ведь страна, за которую воевали, через 2 года перестанет существовать. Роту никто не забывал. С начала боя поддерживалась связь с командиром полка, и командир 40-й армии все это знал уже. Никто ее не забывал, не бросал. Я говорю, вся специфика в том, что подойти очень трудно было на помощь. Та правда, которую я стремился показать в кадре, возможно, не понравится генералам. Но наши консультанты, солдаты, которые были в Афганистане, после просмотра выходили в состоянии эмоционального подъема. Для меня это имеет огромное значение. Я готов к тому, что эту картину будут ругать высокие чины, которым не понравится мой взгляд. Федор Бондарчук, режиссер. Как бы ни критиковали многие картину Бондарчука за искажение фактов, фильм в свое время очень помог ветеранам, ведь на них, наконец, обратили внимание. Я считаю, что фильм свою роль сделал, потому что после него очень большая волна поднялась. Плохо, еще что-то. Кому-то мало правды, кому-то много правды, но все начали об этом говорить. Власть уже начала разговаривать с нами, с афганцами, с нашими организациями, еще что-то. Больше помощи. Те же санатории начали выделять больше путевок для ребят, для инвалидов. В отличие от неоднозначной победы и бессмысленных жертв в кинокартине, реальная 9-я рота полностью выполнила боевую задачу, сохранив контроль за стратегически важной высотой и обеспечив безопасное прохождение колонн с грузами. Я бы с удовольствием опять все равно все это прошел бы, туда пошел бы, да. Но желательно, конечно, без потерь боевых товарищей. А так уже просто не представляю себе уже другой службы, которую я могу пройти. А вы смотрели фильм о 9-й роте? Как вы думаете, стоило ли сценаристам додумывать детали, которых не было в реальности, или нужно было показать бой максимально правдиво? И главное, насколько, по-вашему, оправданы жертвы Советского Союза в афганской войне? Пишите в комментарии, нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и жать на колокол, чтобы не пропустить новые интересные разборы.